Всем привет! Сегодня мы с вами наносим вот такой вот образец. Смотрим внимательно, и я надеюсь, что вам понравится. Прошлое видео, когда мы монтировали тюль и сквозь него наносили штукатурку, оно понравилось немногим. Хотя идея очень интересная, но был неудачно выбран цвет, который не всем понравился. Сам рисунок тюля был не такой, который бы всем понравился. Но этот, я думаю, что понравится большему количеству людей. Но и то ведь не факт. Ну, кому-то идея может быть показаться интересная и полезная. Смотрите, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Для того, чтобы нанести этот образец, желательно стену окрасить. Не обязательно ее шпаклевать, как-то супер-пупер выравнивать, да, какими-то смесями. Окрасить для того, чтобы, во-первых, создать однородный фон, во-вторых, впитываемость, ну, например, если у вас гипсовая штукатурка, то краска, она каким-то образом блокирует впитываемость, то есть у вас не будет большого расхода, например, последующего слоя лазури. Окрашиваем валик вот такой. Просили детали. Валик CTM Decor, микрофибра. Очень удобный и хороший валик. Рекомендую. Доступная стоимость и вполне качественный продукт. Окрашиваем стену любым цветом, любым. Тут цвет уже не так важен. Важен сам смысл окрасить стену. Ну, праймером можно, например, воспользоваться праймером. Окрашиваем один слой и оставляем на пару часов сохнуть. Краску раскатываем по стене. Нам жирные слои не нужны. Уже даже сейчас видно, как сильно впитывает гипсокартон. То есть такая впитываемость. Краска обязательно нужна. Краска или праймер. У нас, кстати, такая практика начинается сейчас. Если вы находитесь недалеко от города Ижевска, проживаете, а если в Ижевске, то тем более даже речи не идет. Если вы находитесь недалеко от города Ижевска, вы можете приехать к нам. Мы находимся в строительном центре «Гвоздь» в 108 отделе. Материалы декоративные штукатурки мы вам комплектуем, колируем и выдаем сразу. Мы собираем вам все необходимое, грунтовки, шпаклевки, инструменты. И проводим непосредственно мастер-класс здесь, на месте прямо. Если вы хотите приобрести у нас материалы и вам позволяет время доехать до нас, вы можете доехать. Это уже практикуется. С других городов люди уже к нам ездят. А если у вас нет возможности доехать, то вы можете заказать все в онлайн-режиме. Производим все те же действия, только в онлайн-режиме. Подбираем материалы, подбираем цвета, колируем, комплектуем, отправляем теплой доставкой. Валики такие есть и большего размера. Я сейчас использую маленький валик, мне так удобнее на данный момент. Но если у вас большие стены, вы делаете дома, то, конечно, валик больше берите. Берите больше, используйте 180-200 миллиметров шириной размер валика. У меня сейчас валик 10 сантиметров. Краску нужно... Как это сказать? Вы не потолки красите сейчас. Не нужно разглядывать там вот эти миллиметры, не прокрас или что-то там еще. Вы красите фон, блокирующий слой для впитывания, ну, против впитывания, да? Вы красите фон, и все. Не надо красить 150 слоев и пытаться... уложить ровно, идеально. Нам нужен фон. Все. Это подложечный слой. И вот такое качество покраски, оно вполне норм.
все. На пару часиков оставляем сохнуть. После высыхания краски мы будем наносить бронзу. Нам приехали пробники вот такие килограммовики. Нам нужно их расходовать. Заодно это вроде бы как и красиво, да, такой перламутровый состав. Ну и надо пробовать. И вот, будем вместе с вами пробовать. Асти от Тициана. С помощью того же валика мы наносим вот этот перламутровый состав на стену. Что мы от него ожидаем? Мы от него ожидаем бронзового перламутрового блеска. И все. Это все, что мы от него хотим. Я могу сказать про лазури и про перламутровые краски вот что. Это неоднородный состав, он не ляжет, это не краска, это не эмаль, он не ляжет однородным слоем. Он будет полупрозрачный и дает он только перламутровый отблик. Разный, то есть может быть золото, серебро, бронза, медь. Не ожидайте, что сейчас вот эта Асти укроет нашу полностью черную стену. Она создаст бронзовый перламутровый слой. И все. Я думаю, что его очень хорошо видно сбоку. И в итоге будет шикарно, я так предполагаю. Опять же, не нужно здесь пытаться прокрасить все слои однородные. Не нужно. У нас такой цели нет. Сейчас у нас получается темный бронзовый фон. Если бы у нас стена была белая, то фон был бы светлый, бронзовый, перламутровый. Пусть она будет у нас темная, вам так виднее. Светлые цвета на камере не очень хорошо видны. Сейчас мы это все растянем и дадим снова высохнуть ей. Теперь уже подольше. Я думаю, что сколько? Ну, часа 4. Краску мы пару часов ждали. Высыхание. Вот вы как смотрите, да, наши ролики, у нас все черные цвета. Черные, коричневые цвета. Ну, потому что изначально были на канале белые цвета, светлые, кремоватые, светлые, бежевые, но не видны они на камеру. Поэтому мы снимаем черные цвета, темные. А вы можете любые для себя выбирать, не обязательно эти именно. Можно светлые выбирать. Но для ролика лучше использовать темные. Окрашиваем стену от угла до угла, не останавливаясь, и даем ей высохнуть. Опять же, повторюсь, что валик вы можете использовать размером больше. Расход лазури в среднем будет 500 грамм, ой, 500, ну 500 тоже можно, 100 грамм на квадратный метр примерно будет. Расход краски будет примерно 100 грамм на квадратный метр. Расход лазури примерно 100 грамм на квадратный метр. То есть небольшие здесь слои, тонюсенькие совсем. А вот уже штукатурка декоративная будет примерно килограмм. Но мы об этом будем говорить позже, когда наносить будем штукатурку. Ну вот что делать под Новый год, да? 2 недели выходных у кого-то. У кого-то 2 недели, а у кого-то не 2 недели. У кого-то 2 дня. Мы с 3 числа уже работаем, так что пишите, звоните, приходите. 3 января мы уже на работе, как штык, ждем своих покупателей и готовы ко всему. Поставщики не работают, но мы затарились. У нас достаточно большой запас. Я думаю, что хватит на всех. Приходим, выбираем, забираем, ремонтируем с нашей помощью. Что делать еще в празднике, да? Ну, что еще? Кто-то ездит, наверное, отдыхать. Ну, понятно, но не все. Не все. Не все. С такой тоской. Не все. Не все. Немножко высохнет, еще цвет сравняется чуть-чуть, как нам будет нужно.
Ну и все по сути. Окрасили и оставляем сохнуть часа на 4. Продолжаем. Высохла наша лазурь бронзовая. Мы подобрали тюль снова, уже с другим рисунком. Видимо, люди все-таки зрительно воспринимают. Что-то изображение не нравится, и уже весь смысл теряется. Ну, давайте попробуем другой тюль. Другой. Вот такой. Должен быть тюль с дырками вот с такими, как раньше был. Сейчас его мало такого. Сейчас уже сетка мелкая-мелкая, а нам нужна вот такая вот сетка, крупная. Мы выбираем вот такой тюль. И чаще всего, писали под прошлым роликом многие, тюль дорого стоит. Не надо дорого стоит, берите тот, который раньше был. Вот такой старый тюль, который у вас был раньше на окне висел, и вы его сняли, вы же его не выбросили. Очень мало кто выкидывает вещи, и он где-то валяется. Вот его нужно брать. Мы специально объездили магазины и закупились тюлем. То есть мы приобрели побольше, чтобы вам было в разных ракурсах понимание, как это наносится. Так, теперь что касается материалов. Мы использовали краску влагостойкую фоновую, да, вы видели, мы красили первый слой. Дальше мы наносили лазурь бронзовую Асти от Тициана и подбирали материал на финиш. У нас очень много образцов, нам много приезжает пробников, они там по килограмму, по 2 килограмма разные, но мы все равно не нашли ничего лучше, чем лофт. И мы будем наносить лофт. И хоть это будут 2-3 разных производителя на одной стене, пусть это будет так. Материалы на акриловой основе все, они совместимы друг с другом. И я ничего не нашла лучше, чем лофт. Мы будем его наносить. А наносить мы будем с помощью кельмы. Кстати, часто тоже спрашивают, чем наносим, какие инструменты. Вполне доступный инструмент по стоимости. Это кельма CTM Decor. У нее резиновая ручка легко моется и сточенный край. Для многих очень вариантов нанесения она подойдет вполне. Вот такая доступная цена. Цену я сейчас вам не называю, потому что ролик в сети годы. Может быть, кто-то смотрит это видео спустя 5 лет, и цена уже не актуальна. Если вас интересует стоимость, вы можете написать. Есть все ссылки в описании, и мы актуальную цену вам назовем. Можно заказать у нас. Ну и также можете у себя, конечно, смотреть. Мы же вас не заставляем заказывать у нас. Можете смотреть. Вот такая кельма. А вообще мы комплектуем. У нас все доступно. Открываем штукатурку. И будем ее наносить на стену сквозь тюль. В одиночку нанести это очень трудно. Тюль держать трудно. Его нужно либо фиксировать саморезами, финишными гвоздями, или второй человек должен поддерживать, пока с помощью штукатурки не прикрепится достаточно к стене. Штукатурка декоративная наносится сквозь поры тюля. Вот таким образом. Смотрите, почему лофт? Вот такой у него состав лофта. Не зернистый, пастообразный, достаточно крепкий материал, поэтому мы его используем. Заполняем всю поверхность. Не оставляя вот таких пустот. Полностью заполняем. Белый цвет тюля, под ним бронзовый фон, достаточно красивый рисунок.
должен создать атмосферу уюта. Стену наносить можно полностью от начала до конца, одну стену. Наносится очень легко, заметьте, вы уж, наверное, обратили внимание. Наносится легко. Звук такой не режущий. Это именно за счет штукатурки. Штукатурка так себя ведет. Декоративная. Теперь, пока сыро, пока штукатурка не высохла, мы должны снять вот это все со стены. Таким образом, вот, снимаем. Дальше вы можете тюль постирать. И это кроме шуток, вы можете его постирать. А можете выбросить. Повисел он несколько лет на окне. Жалко выбрасывать, лежит в гараже. Достали, применили, выкинули. Либо постирали, это все стирается. Ждем высыхания и продолжим, это еще не все. В промежутке между нанесением мы отвечаем на вопросы наших зрителей. Пишут вопросы в комментариях. Есть у нас такая рубрика теперь «Хочу в ролик». И люди пишут вопросы, а мы вам отвечаем вот так вот. И ответы заодно видят все. Так, мы начинаем немножко эти вопросы копить в общую кучку и потихонечку разбирать. Может быть, мы не всем успеем ответить, где-то кого-то мы пропустили. Вы можете напомнить о себе, если так вдруг произошло. Мы стараемся, чтобы этого не происходило, но всяко бывает. Так, первый вопрос сегодня. Здравствуйте, подскажите, любую фактурную штукатурку можно наносить на оштукатуренную стену гипсовой штукатуркой финишной? Алла Левченко задает вопрос. На гипсовую штукатурку или гипсовую шпаклевку можно наносить любую фактурную штукатурку. Что такое фактурная штукатурка? Это штукатурка, которая создает фактуру, рельеф. Соответственно, под нее не нужна идеальная подготовка стены. Самое главное, чтобы стена была единая, целая, без пустот и отслоений. Пусть там где-то будут небольшие эффекты. И хорошенько ее грунтуем, потому что гипсовая штукатурка и шпаклевка гипсовая имеют очень сильную впитываемость. То есть вы, когда на нее нанесли, на штукатурку, на гипсовую, декоративное покрытие уже нанесли, должна быть она очень хорошо грунтованная, чтобы не впитывала влагу. Очень быстро, если уходит влага из самого покрытия декоративного, быстро влага уходит и происходит отслоение. Особенно это отслоение происходит именно не со штукатурки гипсовой, а со шпаклевки гипсовой. Есть именно шпаклевка гипсовая, она такая, как пыльца. Вообще ее не люблю. Лучше, ну пусть не воспримите за рекламу, но фюген, допустим. То есть вот гипсовая шпаклевка хорошая достаточно. Загрунтовали и наносите, крепкая. Можно. Любую? В основном да. Я не могу говорить за всех производителей. Не могу об этом говорить. Потому что есть производители хорошие, средние, плохие, всякие. Материалы есть разные ценовой категории. И ведут они себя по-разному, эти материалы, декоративные штукатурки. Потому что и составляющие все разные, дешевые, дорогие. И ведут себя по-разному. Но в основном любую фактурную штукатурку, возьмем этот вопрос масштабно, в основном, да, можно наносить декоративную фактурную штукатурку на гипсовую смесь. Так, это был первый вопрос. Второй вопрос. Человек в ролик не просился, но мы ответим. Шилова Оксана пишет. Красиво очень, трудоемко.
С обоями проще. Вот интересно, когда это все надоест, обои сорвал и все, а тут как убрать? Ну, то есть фактурно, если мы говорим про демонтаж декоративной штукатурки и последующая поклейка обоев, скажем так, об этом вопрос идет. Ну, то есть как это убрать? Если люди наносят себе декоративное покрытие, как правило, они его не убирают, они его видоизменяют. Перекрашивают, перешкуривают, перепокрывают лазурями. Оно совсем другого вида встает. То есть ее не надо сдирать. Если говорить про тонкое покрытие, например, шелк, тонкослойная, да, декоративная краска, так ее назовем. Хотите обои поклеить, прямо на нее клейте, ради бога. Загрунтовали да поклеили. Если вы хотите тонкослойную штукатурку другую нанести, проверьте поверхность. Она у вас не отслаивается, не отклеивается, не отшелушивается. Наносите по ней. То есть перекрасили и нанесли. Если говорить про фактурную штукатурку, вот ни жить, ни быть, вы хотите ее убрать. Убрать ее, вот нанесли такой рельеф. И хотите его убрать. Убрать его трудно. Хорошая штукатурка, она крепко держится. И отколотить ее трудно. Ее либо сошкуривать, прямо сошкуривать, либо ее перештукатуривать. Но это очень редко так бывает. С 10-го года, вот у меня лично с 10-го года штукатурка в квартире, я ее не перештукатуривала, я ее просто перекрашиваю, переделываю и все. Не снимаем мы ее. Я надеюсь полноценно, может я что-то упустила, но я надеюсь полноценно. Вот смотрите, пишет Наталья Киселева. Можно ли облагородить фасад частного дома? Если да, то какими пользоваться материалами? Ответ такой. Декоративной штукатуркой можно облагородить фасад частного дома. В том числе с помощью тюля тоже можно. Просто нужно подбирать материалы декоративной штукатурки, подходящие под определенный рисунок. Они есть. Если говорить, например, про наши штукатурки для фасадов, они есть крупнозернистые, мелкозернистые, совсем не зернистые. То есть можно под любую фактуру подобрать. Можно туда сделать тюль в том числе. Есть штукатурка. Мы сейчас наносим лофт. Есть у нас другой материал, который аналогичен полностью по составу. Единственное, что он для фасадов в том числе подходит. Но он точно такой же даст эффект. Можно. Есть зернистые, незернистые, всякие. Вы можете выбирать любой эффект. И под этот эффект мы вам уже подберем декоративную штукатурку. То есть выбираете себе какой-то образ, картинку. И вот под любую картинку можно подобрать декоративные штукатурки. Можно, да. Так, давайте еще два вопроса. Они у меня тут сохранены. Я их потом иначе потеряю. Время будет... Мы все же люди, да, у всех есть голова. Она у кого-то дырявая, у кого-то нет. Я вот записала себе. Ну, вот то, что записала, то отвечаю. Здравствуйте, а вы можете показать образец под дерево в ванной комнате? Очень интересная эта тема. У нас будет как раз в ближайшее время нанесение не в ванной комнате, но в санузле. Ну, пусть. Все равно смысл-то один. Мы покажем, да. Тут, знаете, сама суть-то не в том, что под дерево вы наносите или не под дерево, а в том, чем вы это покроете. Можно нанести любую штукатурку в ванную комнату. Любую декоративную штукатурку. Вопрос, чем вы это сверху покроете, защитите. Вам главное защитить поверхность от влаги, чтобы можно было спокойно мыться там. И вот это прямое попадание воды, горячее, холодное, вот это нужно. Мы покажем, да, под дерево. Под дерево будет образец давно, кстати. Оно у нас есть на канале, но очень старый, там 3 года. Пора уже обновить, да, все верно. Что еще? Сочетание дерева и мрамор подходит ли? Ну, надо сделать и посмотреть, да. Дерево и мрамор. Тоже смотря какое вид дерева имитировать, да. Хорошо, снимем видео. И еще один вопрос. Здравствуйте, скажите, а на декоративную штукатурку шелк можно ли покрывать лаком для блеска и каким? Для меня так. Когда вы наносите шелк, декоративную краску, у нее идет такой эффект, как 3D-эффект, темно-светло, темно-светло, перелив такой, как бы шелковый эффект. Если вы покрываете лаком, насыщается сам материал шелк, и вот этот эффект
двухцветия, он становится меньше. Можно лаком покрывать, но эффект шелка снизится, то есть будет меньше вот этих переливов. Вы замечали или нет? Вот вы, например, красите, допустим, краска акриловая, неважно, вы покрасили, краска высохла и стал тот цвет, который вам нужен. Вы захотели покрыть его лаком, покрыли, и она потемнела в 2 раза. Насыщается. Покрытие насыщается лаком и обратно уже не возвращается. То же самое происходит с шелком. Вы можете покрыть лаком. Лаки есть матовые, полуматовые, глянцевые. Есть много разных лаков и много разных защитных материалов. Но вы должны понимать, что у вас эффект шелка может быть процентов на 30. Если в процентах измерять, ну, пропадет процентов на 30. Ну вот и все. Пока на сегодня. Я надеюсь, мы ответили на все вопросы, никого не забыли. Высохло. Что мы сейчас можем сделать? Мы можем сверху лазурью золотистой покрыть еще для большего эффекта. Но мы этого делать не будем. Сделаем в следующий раз. У нас будет продолжение по этой стене. Что-то более интересное по ней же мы нанесем. Оно будет потом. А сейчас мы точно так же и оставим. Мы просто защитим лаком. Вот мы... Лазурь сверху, снизу мы покрыли лазурь Тициана. И также мы лак используем Тициана. Пусть будет начало и финиш будет Тициана. Просто покрываем, защищаем поверхность и все. Мне нравится такой эффект. Лак насытит цвет дополнительно, укрепит штукатурку дополнительно, хотя штукатурка у нас и так крепкая. Но пусть будет более моющая, да, устойчивая более к влажной уборке. Внутри перламутровый, бронзовый перелив. Сверху белая штукатурка лофт. Покрытие очень прочное, красивое, зрительно. Цвета можно любые использовать, какие вы хотите. Вот вам такая идея повторно. Готовый вариант. Смотрите, оценивайте, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Я надеюсь, вам понравится. Всем пока!